Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Boosty, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Также сегодня я для расклада зажгла специальную обрядовую свечу с выгравированной руной Феху. Свечи мы делаем своими руками из натурального воска, и я лично заговариваю их для вашего благополучия. Руна Феху приносит в дом достаток и новые финансовые возможности, каналы, из которых вы получаете денежный поток, карьерный рост и новую престижную работу. Достаточно зажечь свечу деревянными спичками, и весь год в вашей семье будет царить спокойствие, а в кошельке будут водиться деньги. Заказать обрядовую свечу, обряд или личный расклад у меня вы можете в личных сообщениях, написав мне в WhatsApp или в Telegram. Номера, личные контакты указаны под любым видео на канале. А сегодня с нами карты Deviant Moon, безумная луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И сегодня мы с вами поговорим о Андрее Картавцеве. Свеча у меня так красиво растеклась фигуркой. Кстати говоря, не пугайтесь то, что свеча растекается, ее потом можно просто убрать, вот эту штучку, когда она застынет. Ну и все, и свеча снова готова к применению. Андрей Картавцев, российский певец, композитор, поэт-песенник, автор ряда песен Юрия Шатунова, таких как «Лето цвета», «Тет-а-тет», «Летний ливень» и многих других. Поклонники Юрия Шатунова утверждают, что Андрей Картавцев был лучшим другом Юры. Да и как, если ты лучший друг, не знать, что травили Юру? Это слова, опять-таки, многочисленных поклонников Шатунова. Сегодня я с вами разберусь, кто такой Андрей Картавцев на самом деле, как он относился к Юре, знал ли, что Юру травили и почему Андрей сейчас копирует Юру на сцене. Давайте с вами узнаем обо всем поподробнее. И первый вопрос, который я бы хотела задать картам, как обычно, это характеристика личности Андрея Картавцева. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Андрея Картавцева. Что это за человек такой? Характеристика личности Андрея Картавцева. Характеристика личности Андрея Картавцева. Что за человек такой Андрей Картавцев? Характеристика личности Андрея Картавцева. Каким его видит мир, каким его видит Вселенная. Пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей – карта человека, который не воспринимает в себе какие-то определенные моменты. Моменты души, моменты внешние, да, возможно, ему не нравятся какие-то внутренние у себя моменты, да, какие-то ментальные непроработанные моменты. Это карта вечного ребенка, который скрывает в себе стыд. Стыд за свое детство, стыд за свою внешность, стыд за то, что он не такой, каким бы его хотели видеть другие. Или он сам так думает. Здесь персонаж прячется за стенами церкви, а церковь его осуждает. Вернее, его осуждает не церковь, а те глаза, что смотрят на него. Ну, это как сам человек думает, да? Обратите внимание, что персонаж здесь абсолютно лысый, нагой и босой, что означает несоциализированность, социопатию или социофобию. Человек чего-то боится, что-то скрывает от социума. На социуме он совершенно другой. Перед людьми он совершенно другой, нежели он, когда он один, да, или когда он с самыми близкими своими людьми. То есть на нем маска всегда. И эта маска не от того, что человек такой плохой, а от того, что он боится показать свою суть, от того, что он боится показать свою истинную личину. Человек прикрыл один глаз, а один глаз у него открыт. Это значит, что действительно у него имеются какие-то секреты, которые не должны раскрыть те люди, которым он не доверяет сам. Вот об этом речь, наверное, здесь, да, скорее. И еще, я бы сказала, по пятерке пентаклей, это карта человека вечно бегающего от самого себя. Вы знаете, есть такая прекрасная фраза, что куда бы ты ни поехал, ты всегда берешь с собой себя, и от себя не убежишь. И вот Андрей, такое ощущение, что всю свою жизнь, начиная с самого детства, хочет сам от себя убежать. Вот не нравится
ему тот человек, который перед ним в зеркале, или не нравится ему тот человек, который у него глубоко в душе спрятан, его подсознание, да? Проще объясню вам, друзья мои, постоянно кого-то хочет скопировать, постоянно хочет жить какой-то чужой жизнью. Вот не хочу жить своей жизнью, вот топну так ножкой, да, не хочу жить своей жизнью, хочу жить чужой жизнью, хочу проживать чужую жизнь, хочу наслаждаться этими моментами, потому что ему глубоко в душе стыдно. Возможно, в детстве его стыдили за что-то, да, за мягкий характер, или за несоответствующую внешность, или за то, что он слишком беден, или наоборот слишком богат. Вот об этом здесь, друзья мои, речь. Стыд. Стыд выражает эту карту. Стыд за то, что он такой, какой он есть. И поэтому я не хочу проживать эту жизнь такой, какой я есть. Я проживу ее за другого, да. Возможно, поэтому он копирует Юру Шатунову, да, и у нас еще будет этот вопрос. Здесь не от того, что человек такой плохой, или не от того, что человек такой хороший, да. Здесь просто есть какие-то психологические проблемы, тянущиеся из детства или из подросткового возраста, когда его обижали, возможно, унижали, возможно, девушкам он не нравился, да, ну, или наоборот мальчикам, да, как-то не нравился и его обижали. Ну, тут вот в этом дело, и дело все тянется из детства. Вот об этом здесь речь. Вот такая характеристика личности вечно бегающего мальчика, который не может найти себя и проживает чью-то чужую жизнь. Следующий вопрос. Сигнификатор Андрея Картавцева сейчас. Что такое сигнификатор? Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон человека, да? Как себя сейчас чувствует Андрей Картавцев? Я всегда, когда делаю расклад на Юру Шатунова, у меня прям вот, у меня аж свечка полыхает, да? Мне прям неспокойно на душе, да? Сигнификатор Андрея Картавцева сейчас. Все равно Андрей Картавцев так или иначе относится к Юрию Шатунову. Сигнификатор Андрея Картавцева сейчас, как себя чувствует, о чем думает больше всего на свете, да, ну, как он себя сейчас вообще ощущает в этом мире. Семерка пентаклей. Такое ощущение, что то, что сейчас делает Андрей, вот опять-таки, да, я проживаю не свою жизнь. Меня заставляют, как будто бы меня заставляют кто-то делать деньги. Ведьмочка подошла к дереву, а дерево страдает, дерево истекает кровью. А ведьмочка хочет, чтобы дерево сбросило ей вместо плодов, вместо яблок с деревьев, да, пентакли, деньги. Как будто бы кто-то сейчас, на данный момент времени, Андрея Картавцева заставляет зарабатывать для кого-то деньги. Вот тут такая интересная вещь, друзья мои. А Андрей от этого страдает. Подпитываясь своей собственной кровью, тут как будто магия немножко замешана, да, мы посмотрим, магичит ли на него или нет, но тут, очевидно, заставляют человека что-то делать не во благо себе, но во благо другим. Вот здесь вот об этом речь. Сигнификатор мой сейчас, мне плохо, меня заставляют, я это делаю, хотя не хочу это делать, но мне приходится, и я все равно приношу пентакли, я все равно приношу свои плоды. Кто-то меня заставляет, это либо женщина, да, это либо женское какое-то обличие, либо это просто говорится о черной магии, потому что женщина здесь в виде дракона, облачена в черную мантию. Женщина – ведьмочка. Вот об этом здесь речь. Сигнификаторы меня заставляют что-то делать за деньги. То есть я кому-то выплачиваю какие-то деньги, но я этого делать не хочу. Однако мне приходится. Страдает ли Андрей Картавцев от того, что потерял друга, или уже успокоился? Страдает ли Андрей Картавцев от того, что он потерял друга, то есть Юру Шатунова, да, или уже успокоился? Страдает ли Андрей Картавцев? Красиво свечка течет. Успокаивает немножко даже. Страдает ли Андрей Картавцев от того, что потерял Юру Шатунова, или он уже успокоился? Страдает ли Андрей Картавцев от того, что потерял друга Юрия Шатунова, или он уже успокоился? Не может выразить своих чувств почему-то, да? Тут такое ощущение, что вот я чувствую. Сейчас до конца доведу, до конца разложу карточки. Сейчас, секунду, друзья мои. Все, я поняла, друзья мои, рассказываю.
Как я уже сказала, рыцарь кубков – это человек, который хочет выразить свои чувства, свои эмоции, но не может, потому что он закрыт в латы и в доспехи. Он вроде бы несет свой кубок любви, он вроде бы несет свой кубок чувств и эмоций, и вроде бы страдает по Юре, да, и вроде бы понимает то, что Юры с ним рядом нет, и он до конца на самом деле не успокоился, но я говорю, здесь какая-то магическая сила, как будто бы его сдерживает. Карта колесница. Я вроде бы рвусь узнать правду, я вроде бы рвусь вперед, но не могу. Меня кто-то удерживает по пятерке жезлов. По пятерке жезлов тут три каких-то человека, тут один человек защищается от троих. Три человека пытаются меня одолеть и мешают мне дойти до истины. А цветочек на горе – это истина, и человек должен до этой истины дойти. Но чтобы дойти до этого цветочка, до этой истины, ему нужно преодолеть вот этих троих. Один просто смотрит, а два других добивают этого человека. Да, человек еще такой зеленый, в этом вообще ничего не смыслит, и ему от этого так тяжело. И такое ощущение, что он чего-то выжидает. Выжидает, когда что-то случится с королевой мечей. Есть какая-то женщина во всей этой истории, обиженная женщина, королева мечей, воздушного знака зодиака, которую когда-то очень сильно обидели, возможно, в раннем детстве, и она сейчас обижает всех вокруг себя. Не любит никого, обижает всех вокруг себя. Отвечая на вопрос, страдает ли Андрей от того, что потерял друга или уже успокоился, да, страдает. Но такое ощущение, что не может выразить своих эмоций, своих чувств, вот у меня ощущение идет магия. То, что на него не просто магичат, то, что его как-то забивают, да, и как-то физически на него, возможно, воздействуют, не только морально, но и физически. Я не могу выразить своих чувств полностью, но я безумно скучаю, мне безумно тяжело, да, я не показываю своих чувств, я иду вот так вот вперед, колесницей, я рвусь как колесница вперед, но я не могу выразить своих чувств и эмоций, потому что надо мной давлеют трое. И я выжидаю, когда с этими тремя что-то случится, видимо. Опять три, обратите внимание, три жезла, да. Здесь на пятерке жезлов тоже три человека, которые бьют, да. Один смотрит, двое бьют, один защищается. И какая-то обиженная королева мечей, которая всем этим балом сатаны правит, скажем так, да, и вот от этого Андрею Картавцеву очень сильно тяжело. Здесь удерживают, буквально заставляют человека что-то делать, заставляют человека зарабатывать как-то для них деньги, и тут какая-то магия происходит. Тут вот что-то вот магичит как-то на человека, да, и семерка пентаклей, карта сигнификатора нам это доказала. Я очень хочу выразить свои эмоции, я очень скучаю по своему другу, но я не могу, мне не дают, и я что-то выжидаю, когда что-то случится с ними и с королевой мечей, а пока мне очень плохо и мне очень тяжело. Вот об этом говорят карты. Несмотря на то, как бы он не улыбался сейчас, да, как бы он себя не вел, это все не он. Возможно, он сейчас проживает чью-то чужую жизнь, как вот он это хотел сделать всегда. И, возможно, влиять на него легче, чем на других людей. На Андрея Картавцева я имею в виду, да? Потому что он сам себя не любит глубоко внутри. Человек, который сам себя не любит, им управлять, магичить им легче всего, друзья мои. Зачем Андрей так сильно копирует Юру Шатунова? Для чего? Зачем Андрей Картавцев так сильно копирует Юру Шатунова? Зачем Андрей Картавцев так сильно копирует Юру Шатунова? Зачем Андрей Картавцев так сильно копирует Юру Шатунова на сцене, да, я так понимаю? Зачем Андрей Картавцев так сильно копирует? Ну, потому что это магия. Я же говорю, друзья мои, им манипулирует карта Луны. Карта Луны – это одна из самых страшных карт, даже хуже дьявола. Карта Луны – карта черной магии, карта манипуляции. В колоде Deviant Moon, так как колода называется Moon, девиантная Луна, неправильная Луна, да, то здесь Луна играет как раз роль вот этой черной магии, колдовства какого-то. И за веревочки держит короля и королеву лунного королевства, да. И здесь, конечно же, магия, здесь манипуляции с человеком происходит. Почему копируют? Ну, потому что, во-первых, потому что он не хотел никогда проживать свою жизнь, он хотел прожить чью-то другую жизнь. Ему это предоставили, но в качестве чего? В качестве черной магии. И он сейчас копирует Юру не самостоятельно, а его как будто бы кто-то принуждает и заставляет к этому. Почему? Ну, конечно, он этого не хочет делать. Девятка жезлов, он думает, все, стагнация. Я стою на месте, я стагнирую, я никак не развиваюсь, я копирую другого человека. Да, я хотел бы прожить другую жизнь, но не жизнь Юры. Юра был мой друг. И он почему-то не может никому выразить своих чувств и эмоций, никому сказать, потому что его вот прям
хотите верьте, хотите нет, колдуют на него. Причем очень страшно колдуют. На Андрея я имею в виду, на человека, на которого так много колдуют и магичат, он долго не живет. Извините меня, конечно, да, за такие речи. Зачем Андрей так сильно копирует Юру Шатунова, еще третья карта? Ну, конечно, заставляет. А кто заставляет? Хозяин. Хозяин, конечно, это громко сказано, да, но хозяином сейчас является какой-то человек для Андрея Картавцева. Тот, кто стоит сверху, а мы все им восхищаемся, а он нами управляет. Шестерка жезлов – это человек с синдромом Бога, человек с нарциссическим расстройством личности, человек, который управляет, человек, который манипулирует. Мной управляет какой-то человек, который возомнил себя Богом. Посмотрите, у человека здесь аж целых 6 рук. Это отсылка к индуистскому божеству Шива. Божество Шива, у которого 6 или даже 8 рук иногда бывает, да, это действительно Бог, который умеет делать все и сразу. Но это Бог, а тут человек, который возомнил себя Богом, потому что он знает все о черной магии. И поэтому он манипулирует на сцене Андреем Картавцевым. А Андрей этого делать не хочет. И обратите внимание, что у персонажа на карте девятка жезлов отсутствуют руки. А значит, что он манипулируем. Он не может своими ручками что-то сделать, куда-то указать. Мы можем там кого-то погладить, да, там, я не знаю, открыть дверную ручку или что-то еще сделать. Но он не может. Почему? Потому что им манипулируют. Его за веревочки возят, и поэтому он ведет себя как Юра. Потому что сказал так хозяин. Какой-то мужчина, какой-то человек. Здесь трое замешано во всей этой вакханалии. Следующий вопрос как раз был. Принуждают ли его так вести себя люди, которые виновны в смерти Юрия Шатунова? Каким образом его принуждают? Ну, мы уже выяснили, что магией его принуждают, да, так вести себя люди. Принуждают ли его вести себя люди, которые виновны в смерти Юрия Шатунова? Принуждают ли Андрея Картавцева так себя вести люди, которые виновны в смерти Юрия Шатунова? Принуждают ли так вести себя Андрея Картавцева люди, которые виновны в смерти Юрия Шатунова? Принуждают ли так вести себя Андрея Картавцева люди, которые виновны в смерти Юрия Шатунова? Переливают из пустого в порожнее втроем, да, совершают одни и те же манипуляции, трое. Я опять, ну, интересно, да, смотрите, Бог любит троицу, говорится, да, одна женщина и двое мужчин. 2 мужика, 1 женщина. Умеренность. Это значит, что одно и то же, одни и те же манипуляции с ним совершают. Принуждают те 3 человек, которые причастны к смерти Юрия Шатунова. Как раз-таки они и принуждают его это делать. Андрей Картавцев делать это на сцене по умеренности. Да? Умеренность, переливать из пустого в порожнее, делать все одно и то же. Какой-то один и тот же обряд происходит, и вот он на этого Андрея подействовал, они эту фишку просекли, и только этот обряд они над ним совершают. Обряд, чтобы он был в их руках. Понимаете, в их власти. И вел себя почему-то, как Юра Шатунов. Возможно, он для них зарабатывает эти деньги. Кто это трое, догадайтесь сами, да, как говорится. Словил ли Андрей Картавцев звезду, гастролируя после смерти Юры? Нравится ли ему то, что с ним происходит сейчас, да? Словил ли Андрей Картавцев звезду, гастролируя после смерти Юры? Нравится ли ему все, что сейчас с ним происходит? Словил ли Андрей Картавцев звезду после смерти Юры? Словил ли Андрей Картавцев звезду после смерти Юры? Семья, король мечей. Сейчас выложу все 6 карт, друзья мои. Ну, что хочу сказать. Тут говорится о том, вот как раз карта звезда вышла, да, но она не совсем о том, что он словил звезду. Тут говорится о том, чтобы получить эту звезду, получить эту всемирную славу, всемирную известность, как получил ее когда-то Юра Шатунов, это так думает Андрей Картавцев. Для того, чтобы получить эту славу, нужно слишком много отдать. И следующая карта сразу туз пентаклей, слишком много. Звезда тут выливает из кувшина воду обратно в озеро. Что это значит? Это значит, что звезда получила свою минуту славы на Олимпе, да, но она отдает слишком много ресурсов, она отдает последние свои ресурсы для того, чтобы быть этой звездой. И Андрей Картавцев думает так, в моменты прояснения его ума, скажем так, да, что, во-первых, его заставили быть этой звездой, король мечей. Ты не хочешь так, но мы тебя силой заставим.
И вот эта звезда о том, что слишком много нужно отдать по тузу Пентаклей, да? Слишком много нужно кому-то отдать денег, кому-то своих ресурсов, своей собственной души, чтобы стать этой звездой. Поэтому я буду бороться изо всех сил, но я этой звездой быть не хочу, но меня заставляют. Не хочешь? Силой заставим, да? А я хочу в семью, я хочу во что-то новое, я хочу в 10 кубков. Вообще его традиционная модель семьи, это, традиционная модель семьи, да, семья. И он как будто бы хотел бы обратно в семью, или не обратно в семью, а завести семью, если у него нет семьи, да, если есть семья, он хотел бы быть с этой семьей, если нет семьи, он бы хотел бы быть просто семейным человеком. И он говорит, я хочу бороться с этим, да, королева жезлов, карта борьбы, но меня попросили словить эту звезду. Тут вот странно тогда. Меня заставили словить эту звезду силой. Карта силы. Я никак не могу выбраться из этого плена. Человек пытается одолеть самого себя, да. Я слишком много отдаю для того, чтобы быть этой звездой. Поэтому нет, звезду он не словил, он хочет из этого выбраться. У меня тут уже такая отливка. Сейчас нужно будет свечку поменять, друзья мои, иначе мы тут с вами заплывем сейчас, да. Потому что свечка очень быстро тает. Вот, следующий вопрос сейчас я вам задам после того, как поменяю свечу. Оставайтесь со мной, друзья мои. Итак, друзья, свечку я почистила. Следующий вопрос. Знал ли Андрей, что Юру травили? Вот такой интересный вопрос, да, и самый, наверное, важный. Знал ли он всю правду, что произошло? Знал ли Андрей Картавцев, что Юру Шатунова травили? Знал ли Андрей Картавцев, что его друга Юру Шатунова отравили? Знал ли Андрей Картавцев, что его друга Юру Шатунова отравили? Я же говорю, с ним что-то сделали. Он узнал, и в самый последний момент, когда он узнал, хотел скрыть и что-то рассказать, опять его карта пятерка Пентаклей вышла, да, он узнал какую-то страшную тайну, он что-то узнал, и третьи лица об этом узнали. Третьи лица узнали о том, что Андрей Картавцев все знает. И его превратили в дурака. А как превратить человека в дурака? Сделать на него какую-нибудь магию или свести его с ума, свести его в могилу, да, все что угодно. Но вот его превратили в дурака. Карта дурака выражает либо биполярное расстройство личности, либо карта человека, который вообще не понимает, что с ним происходит. И он помешался, и его рассудок стал совершенно другим, рассудком другого человека. То есть он вообще не об этом думает сейчас, да? Я про Андрея Картавцева говорю. И все это сделано с помощью магии. Конечно же, он узнал, и он хотел сокрыть это и рассказать, но не успел. Конечно же, совершилось нечестное правосудие, да, и нечестное правосудие совершилось в сторону Андрея Картавцева. Что-то с ним нечестным путем сделали. Отсылка к Иисусу Христу, рыбки, да, две рыбки. Угу. Отсылка к христианству, скажем так, да, к тому, что что-то было сделано с Андреем Картавцевым не по-христиански. Да, он знал про смерть, он знал про травлю, про отравление, вернее, да, про то, что его травили. Он узнал в самый последний момент, когда уже наступила трансформация, когда уже человека, грубо говоря, отравили, да, и когда человека уже было, грубо говоря, не спасти. Вот тогда, в самый последний момент, в день смерти Юрия Шатунова, он об этом узнал, хотел кому-то рассказать, но третьи лица это просекли. И они поняли, что так это оставлять нельзя, конечно же, да, и они на него ополчились. И сделали из него дурака по нечестному правосудию. Угу. Сделали из него дурака по нечестному правосудию. Так это оставлять было нельзя, 8 кубков. Так это просто оставлять нельзя. Мы на тебя ополчимся, мы сделаем на тебя магию по нечестному правосудию. Он узнал в самый последний момент. Интересно. Следующий вопрос. Будет ли Андрей Картавцев искать или хотя бы пытаться найти виновных в гибели Юры Шатунова? Будет ли Андрей Картавцев искать или хотя бы пытаться найти виновных в гибели Юры Шатунова? Будет ли Андрей Картавцев искать или хотя бы пытаться найти виновных в гибели своего друга, в гибели Юры Шатунова, да? Будет ли Андрей Картавцев пытаться найти или искать тех, кто виновен в гибели Юры Шатунова? Но он не может сейчас.
Он не может, все, он все ресурсы свои отдал, друзья. Его надо спасать. Он дурак сейчас. Ну, дурак я имею в виду не то, что у него плохо с головой, да, а то, что он не соображает, что он творит. Он все ресурсы отдает, он сливает кому-то свою энергию, кто-то им питается. Понимаете, он звезда на сцене, но кто-то питается ими. Из него сделали дурака. Опять карта на дне колоды. Он потерян. Потерянный человек для этого мира, потому что находится в магии. Понимаете, о чем речь? И он не сможет искать никого, пока он находится в таком состоянии, а магичить на него будут долго. Будут долго, пока он совсем не сляжет, да? И пока ему в один прекрасный день просто не станет плохо, потому что от магии, от такой черной магии никому хорошо никогда не было. Здесь замешано во всем колдовство. Кто бы, что бы мне сейчас не говорил, кто бы во что не верил или верил, да? Я не знаю, но здесь он не будет искать, пока он не придет в себя. В себя он не сможет прийти очень долго. Он все ресурсы свои отдал, продал, называйте как хотите. Не по своей воле. Настоящее отношение Андрея Картавцева к Юрию Шатунову. Настоящее отношение Андрея Картавцева к Юрию Шатунову. Настоящее отношение Андрея Картавцева к Юрию Шатунову. Какое было отношение на самом деле у Андрея Картавцева к Юрию Шатунову? Он относился к нему как к другу к своему. Не все говорил ему, не мог выразить ему всех эмоций, всех чувств. Почему-то он себя рядом с Юрой считал каким-то... Ну, отшельник – это карта морального урода. Вот извините меня, да, за это. Как будто бы он считал, что Юра выше него. Вот что я как будто бы как недостоин этого друга. Или достоин, но не могу все ему сказать, что я думаю о нем. Да, все хорошее, что я о нем думаю, я как будто не могу Юре до конца выразить. Он хорошо к Юре относился. Да, он как мой спасательный круг, как моя императрица, как, извините меня за выражение, Юрка, конечно же, да, мужчина, да, но он как теплая мамка, знаете, к чьему плечу можно, в чье плечо можно уткнуться, приткнуться, кому можно все рассказать. Карта императрицы еще обозначает знак зодиака Дева, да, знак зодиака Дева, если мы гадаем на мужчину. Вот как раз Юра был по знаку зодиака Дева, да, и вот я к нему как к своей... Но опять-таки выражение это дать как к своей теплой мамке. Как будто бы я могу прийти, все рассказать, поплакаться, мы сможем с ним обо всем поговорить, можем, да, но я не могу до конца выразить все то, что я к нему чувствую. Вот как будто бы вот прям вот как стрелой меня пронзает, да, как будто бы я знаю, что Юра выше меня. Не знаю, почему он так думал о себе плохо вот, и думает до сих пор, да, Картавцев. В прошлом следил. Угу. Ну, как, вы знаете, тут такая легкая зависть, скажем так, прослеживается, да? Прослеживается легкая зависть к тому, что вот у Юры все так получается, все так сносно, все так ладно, а у меня как-то вот, ну, не так, как у Юры, да? И вот поэтому я всего того, что хочу Юре сказать, я не могу выразить. Я как отшельник. Он как императрица, как человек, императрицы, да, как такой добрый, мягкий, по знаку зодиака Дева, да, опять-таки спокойный, уравновешенный, может всегда мне все сказать, то, что он думает, да, а вот я до конца выразить к нему всех чувств и эмоций не могу, потому что я отшельник, и всегда этим отшельником был, я по жизни отшельник, колесо фортуны, и я вот иногда вот могу вот как-то послеживать за ним, да, как-то вот... Как вам объяснить, послеживать за ним, в каком плане, копировать какие-то его привычки, возможно, идеи, да, возможно, как-то за ним поспевать, но я за тобой не поспеваю, Юра. Ты такой король пентаклей, ты такой молодец, ты сам заработал себе на эту жизнь, а вот у меня все не так, как у тебя всю жизнь. Вот почему-то он про себя так плохо думает, Андрей, вот я не знаю почему. Хотя он человек-то неплохой. Он просто такой немножечко, ну, слабый. Извините, да, кто любит Андрея Картавцева, он слабый, его легко приручить к себе, особенно с помощью магии. Таких людей очень быстро можно приворожить, да, темные какие-то силы на него нагнать. И он про Юрку был такого очень высокого мнения, высокого полета птицы. Но этой птице невозможно все рассказать до конца. Вот здесь об этом речь. Буквально 2 вопроса еще. Настоящее отношение к Разину, Кудряшову и Светлане Шатуновой. Настоящее отношение Андрея Картавцева к Разину, Аркадию Кудряшову и Светлане Шатуновой. Настоящее отношение Андрея Картавцева, как на самом деле Андрей Картавцев относится к Андрею Разину, к Аркадию Кудряшову
и к Светлане Шатуновой. Как на самом деле Андрей Картавцев относится к Андрею Разину? Андрей Разин-то его заставляет деньги-то ему отдавать. Деньги за концерты, да? Это он тут самое главное. Баба на возе, да, баба на сене. Это Андрей, как помните, сигнификатор. Это он меня заставляет все это делать. Это он на меня магичит. Это он тут с черной магией связан, говорит нам Андрей. Это к нему я так плохо отношусь. Я не могу без него, понимаете, не могу. Но и с ним не могу. Не могу с ним работать, не могу без него работать. Почему? Потому что меня тут приручили. Потому что со мной делают все, что хотят. К Кудряшову какое отношение? Я его боюсь. Боюсь, потому что следит за мной, слежка за мной дикая. Я боюсь ступить куда-то, шагу сделать лишнего, слово лишнего сказать, боюсь. Девятка, стагнация, когда человек в страхе просыпается, когда человек уже наделал делов и боится. А боится, во-первых, опять дохлая кошка, здесь черная магия, да, Разина боится, Кудряшова боится, Разина боится больше всего, потому что Разин над этим всем давлеет, скажем так, на всей этой ситуации, да, а Кудряшов за мной следит, чтобы неповадно было, да, чтобы Разину все докладывать, скажем так, да, потому что работают все-таки они сообща, кто бы что ни говорил. А как к Светлане Шатуновой относится Андрей Картавцев? Тяжело мне с ней, никак мне с ней не найти общего языка, как будто бы 100 сухих палок на себе несу, да. Вот тяжело с этим человеком не общаться, ой, как тяжело, непросто. И я ее не очень, и она меня не очень воспринимает, да, вот просто здесь такое нелегкое общение, скажем так, идет. И будущее Андрея Картавцева, последний вопрос, друзья мои, вы задавайте свои вопросы в комментариях, возможно, какие-то вопросы я не включила, но будет следующее видео, да, если вы захотите. Будущее Андрея Картавцева, давайте ближайшее будущее на полгода, да, сейчас у нас декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, до мая месяца, да, будущее Андрея Картавцева на ближайшие полгода. Будущее Андрея Картавцева на ближайшие полгода. Какое будущее ждет Андрея Картавцева на ближайшие полгода? Кого-то будет защищаться, от кого-то будет защищаться и убегать, да, опять. Смерть, я же говорю, да, здесь что-то будет с человеком. Ох, если они его совсем с ума не сведут, если он совсем не спятит, вот втроем, если они его с ума не сведут, они с ним заключат какой-то договор, он будет продолжать на них работать. Но тут такое ощущение, что человеку будет совсем плохо, вплоть до карты, знаете какая, да, вплоть до смерти. Карта смерти. Я же говорю, когда долго гадают и магичат на человека, черную магию, когда именно напускают, а тут магия, возможно, даже на кладбищенской земле сделана, да, тут он будет защищаться от кого-то, убегать, опять его будут делать дурачком, да, кто-то с кем-то договорился, чтобы сделать его дурачком, втроем кто-то с кем-то договорился. И тут ощущение, если он не будет дальше выполнять того, что они хотят с ним сделать, то будет вот эта карта. Я очень этого не хочу, потому что человек, он неплохой. Он знал о том, что Юру травили, он знал в самый последний момент. Ничего не мог с этим поделать, потому что ему сразу заткнули рот. Такая ситуация, друзья мои. Вот такой непростой расклад тоже, да, когда всегда делаешь на Юру Шатунову, либо на его окружение ближайшее. Всегда такие непростые расклады выходят, потом приходится долго чиститься, да. Друзья мои, я вас очень люблю. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом раскладе, что вы думаете о Андрее Картавцеве, о окружении Юры Шатунова, да, которое у него было. Задавайте свои вопросы, пожалуйста. До новых встреч.